Всем привет! Наконец-то мы с Васяшей стали счастливыми обладателями PlayStation 4 Pro. И надо сказать, что с ее продажей творится какой-то ад. Я планировал приобрести еще к новогодним и рождественским праздникам, но уже к середине декабря ее не было нигде. Почти 3 месяца можно было наблюдать, как в крупных розничных сетях лежали горы PS4 Slim и остатки оригинальной PS4. PlayStation Pro раскупили везде. Стали даже появляться конспирологические теории, что готовится к выходу новая ревизия, но это лишь слухи. А на волне дефицита сомнительные магазины, торгующие импортными версиями, тут же взвинтили цену до 50 тысяч. Хотя, конечно, можно было заказать из Европы, что в общем-то вышло бы дешевле. Но перейдем к консоли. Оформление коробки довольно знакомое. Промокод на временный бесплатный доступ к каталогу фильмов и сериалов ОККО. Хорошая попытка ОККО, но нет. Промокод, кстати, на всех коробках одинаковый, и спорю, что ввести его можно только в приложении ОККО для PlayStation и нигде больше. Обратите внимание на ревизию. Для PS4 Pro теперь это 7000 серия. Напомню, что первыми ревизиями оригинальной PS4 были 1000, 1100, затем была обновленная 1200 ревизия, ну а Slim-версия уже имеет 2000 серию. Последняя цифра — регион. 8 версий именно Ростест для России, Украины и стран Центральной Азии. Обратите на это внимание, если собираетесь покупать консоль из сомнительных источников. Если у вас возникнет гарантийный случай, то в случае версии не Ростест, вам придется предъявлять претензии не к Sony, а к самому магазину, в котором покупали. Ну и проблемы с воспроизведением Blu-ray фильмов могут быть из-за разницы региона, если, конечно, вы их смотрите. В остальном разницы нет. Буквы A и B могут означать емкость жесткого диска. A 500 ГБ, B 1 ТБ. Но Pro версии на 500 ГБ, к счастью, нет. На обратной стороне огромная картинка Call of Duty, видимо олицетворяющая квинтэссенцию всей игровой индустрии. Перейдем к распаковке. Внутри еще одна более плотная коробка. А комплектация до боли знакомая. Немного макулатуры. Все та же, что и раньше, убогая моногарнитура для подключения к геймпаду. Кстати, с подключением гарнитур к консолям PS4 творится какой-то ужас. Если вы счастливый обладатель какой-нибудь модной игровой гарнитуры для ПК и решите подключить ее к консоли, то есть вероятность, что вы закатаете губу. Совместимость со сторонними гарнитурами просто отвратительная. Если гарнитура USB, то совершенно не факт, что она вообще заработает, хотя сейчас с обновлениями ситуация улучшается. А в случае с Bluetooth гарнитурой, она может корректно определиться и подключиться, а может и нет. И если к гарнитуре есть свой сторонний беспроводной приемник для USB порта, то возможно заработает с ним, а возможно и нет. Если на проводе USB гарнитура есть пульт, например, для регулирования громкости или включения какого-то режима, то и он маловероятно будет работать. С виртуальным 3D звуком в наушниках, кроме как в фирменных гарнитурах Sony, тоже все сложно. Неплохим, кстати, вариантом могут быть, например, Sony Platinum Wireless Handset. Однако и здесь подводный камень. Чтобы хваленый 3D звук заработал, вы все равно должны проводом подключить их к консоли и закачать специальные пресеты, индивидуальные для каждой игры. Как и говорил, творится какой-то ад. Почему было не сделать открытую поддержку любых сторонних Bluetooth гарнитур и клавиатур? Из-за вопросов безопасности? Хотя ничто не мешает вам использовать гарнитуры с обычным аналоговым выходом. В геймпаде разъем под обычный 4-контактный мини-джек, как и в обычном смартфоне. Если у вашей гарнитуры 2 трехконтактных мини-джека, то вы можете поискать вот такой специальный переходник. Но совать, скажем, в штатную айфоновскую гарнитуру Apple AirPods я бы все же не стал. Дело в том, что в мире сейчас существует 2 стандарта этого разъема, различающиеся порядком контактов. Хотя опять же есть специальные переходники. Но я отвлекся, далее по проводам. Кабель питания. Сразу заметно, что наконец-то изменился разъем. Если посмотреть стандарты, то можно догадаться, что максимальная потребляемая мощность консоли стала гораздо больше. Да так оно и есть. Если крайняя 1200 ревизия потребляла максимум 230 Вт, а новая Slim так и вообще 165, то этот ребристый монстр жрет все 310. Да и сам провод стал толще, как можно заметить, хотя как и раньше не слишком длинный. Непонятно, правда, почему было не сделать стандартный контакт заземления посередине, но это придирки. Кабель подключения геймпада microUSB
Как и в прошлых версиях, радует своей прочностью и длиной, и больше про него сказать нечего. Кабель HDMI. И вот тут хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, что бытует заблуждение, что кабель HDMI абсолютно не важен. Сойдет и любой китайский за 200 рублей и будет прекрасно работать. Как правило, так оно и есть, но не все так просто. Во-первых, помимо того, что сами порты HDMI в устройствах имеют версию, также и провода рассчитаны на определенную скорость. По спецификации HDMI кабели делятся на стандарт, High Speed, их вариации с дополнительными контактами и Ethernet и премиум кабели. Помимо этого на кабелях может указываться сертификация под HDMI 2.0 и разрешение 4К. А теперь представьте, непрерывная передача видеосигналов в 4К частотой 60 FPS – это довольно серьезные данные, требующие высокой скорости. Собственно, сама Sony в официальном ФАК пишет, что если вам требуется более длинный кабель, то советуем приобрести кабель класса премиум. Другое дело, что со времен оригинального PS4 я весьма разочаровался в их штатных HDMI кабелях. Я долго думал, что у меня нет никаких проблем, пока не решил купить вот этот подлиннее. Марку называть не буду. После чего сразу заметил, что те 60 FPS, которые показывала консоль раньше, и рядом не стояло с той плавной картинкой, что стало. Помимо этого, есть много отзывов о том, что у некоторых пользователей из-за кабеля не были доступны некоторые графические режимы, в том числе тот же пресловутый HDR. Причем проблемы возникали как раз и с этим стандартным кабелем в том числе. Потестим, но не думаю, что я буду им постоянно пользоваться. Вы только сравните толщину. Хотя, с другой стороны, не обязательно бежать и покупать какой-нибудь Monster Cable за 6000 рублей. Переходим к геймпаду. Можно сразу заметить, что изменился цвет кнопок крестовины, шифтов, стиков и некоторых других элементов. Они стали на ощупь более прорезиненные и более приятные на ощупь. Надеюсь, стики стали прочнее, хотя на старых у меня, например, сломать их не получилось. Минус, что поверхность стиков на ощупь так и осталась выпуклой и скользкой, и в идеале, как и раньше, будет неплохо приобрести специальные накладки. Пресловутая светящаяся полоса, о которой все наверняка уже слышали и которая теперь еще и здесь. Возможно, где-то это полезно для индикации включения геймпада или смены оружия в игре, в которой это поддерживается. Основную же большую световую полоску раньше во время игры не было особо видно, да и некогда было на нее смотреть, честно говоря. Роль у нее одна – для отслеживания PlayStation камеры и положения геймпада в пространстве. Но опять же, много вы знаете игр, где это было реализовано. До выхода VR игр я знал только Playroom, который по сути лишь демонстрация возможностей. Дополнительный разъем для зарядки и вход на стандартные гарнитуры или наушники, о которых я уже упоминал. На обратной стороне видим, что емкость аккумулятора все та же 800 мАч. Довольно немного. А я вот что подумал. Представьте ситуацию, вы захотели купить себе второй геймпад, причем именно новой версии. Ну мало ли зачем. Смотря в розничном или интернет-магазине, трудно понять, старый это геймпад или новый. Кроме как по изменившемуся цвету кнопок, об этом никак не догадаться. Сейчас найти в продаже новые геймпады в любом цвете, кроме черного, пока еще достаточно сложно. Как правило, большинство тех, что лежат на прилавках, скорее всего не проданные остатки старых версий. Помочь здесь может номер ревизии на обратной стороне. Старые на конце имели цифру 1, новые цифру 2. Но это если есть возможность покрутить в руках перед покупкой, или если магазин указал это в описании, что бывает достаточно редко. И наконец-то посмотрим на саму консоль. Наверняка почти все уже успели оценить дизайн. Как видим, Black Star Burger из обычного превратился в двойной. Но поймите правильно, я оригинальный PS4 не считал эталоном дизайна, а уж этот тем более. Но для черной коробки, которую большинство запихнет куда-то вниз под телевизор, вполне сгодится. Консоль стала больше по всем параметрам. В ширину на 20 мм, в длину на 22 и в высоту на 2. Консоль стала тяжелее почти на полкилограмма, и это легко ощущается, взяв ее в руку. И заметьте, она тяжелее Slim-версии более чем на килограмм и весит 3 кг 300 грамм. Корпус полностью из черного матового пластика, не считая глянца между ребер. Светящаяся продольная полоса переехала в переднюю часть. В последних ревизиях оригинальной PS4 Sony перешла от сенсорных кнопок к механическим. И тут это не стало исключением. Помимо прочего, кнопки разнесены по разные стороны. Теперь, чтобы их перепутать, надо очень постараться. Привод Blu-ray дисков остался тот же самый, и сказать про него нечего, кроме того, что на волне PR 4К этот самый привод не поддерживает Ultra HD Blu-ray диски с 4К фильмами. Весьма странно Sony. Узенькие щели, где находятся USB-порты, по-прежнему могут мешать втыкать толстые флешки.
Порты те же самые, USB 3.1 первого поколения, с максимальной скоростью передачи данных 5 гигабит в секунду. Зато теперь есть третий разъем сзади и пригодится в первую очередь обладателям шлема VR. Может, так хоть удастся немного скрыть эту ужасную кучу проводов. Порт HDMI теперь версии 2.0, а не 1.4 как раньше. В принципе, версия 1.4 позволяет передавать 4К картинку, но максимум в 30 FPS. Так что в идеале HDMI порт вашего 4К телевизора, в который вы будете втыкать кабель от консоли, также должен быть версией 2.0 с поддержкой HDCP 2.2, иначе вам не будут доступны некоторые графические режимы. И кстати, знаете, какой еще разъем я бы предпочел тут видеть? Второй HDMI порт, и сейчас объясню зачем. Владельцы PSVR HDR телевизоров наверняка уже оценили проблему, что при подключении телевизора через графический блок PSVR становится недоступен HDR. И решение тут два. Либо купить специальный HDMI сплиттер с поддержкой пропускания HDR сигнала, либо каждый раз перетыкать провода, в чем мало удовольствия. Дальше у нас разъем для PlayStation камеры, цифровой оптический выход. Кстати, если вы выбираете, что купить Pro или Slim, и у вас есть необходимость выводить звук с консоли на, скажем, ресивер или саундбар именно по этому порту, то имейте в виду, в Slim-версии этого разъема нет вообще. Ethernet разъем, который все еще будет предпочтительнее, чем Wi-Fi. Хотя здесь наконец-то добавили поддержку Wi-Fi стандарта 802.11ac. Я в свое время, когда покупал оригинальную PS4, с большим удивлением узнал, что она не поддерживает Wi-Fi сети в 5 ГГц. Но все равно не думаю, что скорость скачивания игр сильно возрастет, честно говоря. Все из-за резервирования части канала. Единственный лайфхак тут — это переводить консоль в спящий режим с сохранением подключения к интернету. Это если вам надо скачать что-то объемное. В этом случае ваш интернет-канал должен использоваться по полной. Да, и если вы не знали, то теперь есть просто мега удобный способ перенести все ваше содержимое одной консоли на другую. Достаточно соединить их Ethernet кабелем. Хотя если уж зашла речь о миграции с одной консоли на другую, то скачать заново игры не такая уж большая проблема. Если, конечно, нет проблем с трафиком и скоростью. А что касается сохранений, то если вы подписчик PlayStation Plus, можете загрузить их в облако, а затем импортировать или закачать на флешку. На нее же можно закинуть и важные скриншоты и видеоролики. Обратите внимание на пластиковую крышку вот здесь под наклейкой. Открываем крышку, откручиваем один единственный винтик, и кронштейн с жестким диском у вас в руках. Заменить жесткий диск стало просто мега удобно. Можете поставить более емкий, скажем, на 2 терабайта, или SSD, и сделать загрузку системы игр просто молниеносной. Дело ваше. Тем более, что консоль наконец-то стала поддерживать SATA 3. Но имейте в виду, что подойдет не любой жесткий диск. Форм-фактор ограничен 2,5 дюйма и по высоте не более 9,5 мм. Кстати, жесткий диск — это, пожалуй, самое слабое звено в консоли. Тут стоит все тот же с частотой вращения 5400 оборотов в минуту. Но это не серьезно, Sony. Зато в обновлении 4.50 Sony обещает долгожданную поддержку внешних USB жестких дисков. Так что проблему свободного места теперь можно решить еще проще. Вообще, что касается начинки, то тут Sony никакую революцию не совершила. Внутри знакомый, пусть и усовершенствованный, 8-ядерный AMD Jaguar с частотой уже не 1.6, а 2.1 ГГц. А вот над графикой серьезно потрудились. Вычислительных блоков стало больше в 2 раза, и теперь их 36, да и частота повышена. Что касается оперативной памяти, то тут те же 8 ГБ GDDR5, но опять же увеличенной частоты. Но если оригинальная PS4 несла еще дополнительно 256 МБ DDR3, то в прошке добавили уже целый гигабайт, как говорит сама Sony, для нужд операционной системы. Давайте уже включим и посмотрим. Кстати, не знаю, знаете вы или нет, но с выходом PS4 Pro сложилась очень неприятная ситуация. Некоторые пользователи обнаружили, что консоль вообще не работает с их телевизором и показывает лишь черный экран. Sony долго отнекивалась и валила вину на производителей телевизоров. Те, в свою очередь, валили на Sony. Позже Sony предложила таким пользователям загрузить консоль в безопасном режиме и изменить версию HDCP с 2.2 на 1.4. Но это решение не слишком хорошее, потому как игры, работающие в 4К, станут работать лишь в Full HD. Тем не менее, обновление прошивок для телевизоров выходит понемногу. Но не знаю, везде ли сейчас решилась эта проблема. Как видим, интерфейс выглядит абсолютно так же. Появились новые графические режимы, связанные с 4К. И чтобы вы понимали, RGB режим дает лучшую цветопередачу,
но HDR у вас с ним вряд ли будет работать. Зато будет вот с этим. Поэтому я рекомендую графический режим выставлять в авто. Если игра не поддерживает HDR, будет выбираться режим RGB. Если поддерживает, то другой с поддержкой HDR. А если игра идет только в 1080p, то этот режим тем более выберется сам. Посмотрим на примере Uncharted 4, за что мы вообще заплатили деньги. Впечатляет, хотя это и на любителя. У кого-то может отвисать челюсть, а кто-то из 720p разницы не увидит. Что касается перегрева и шума, то можете поискать подробные тесты шума и температуры под нагрузкой. Но от себя могу добавить, что консоль не громче и не горячее последней 1200 ревизии PS4 и однозначно тише, холоднее 1100 ревизии. Шум, конечно, определенный есть, и температуру можно почувствовать, но расплавить консоль у вас точно не получится. Только если у вас не брак или неисправность. Главное это обеспечить нормальный доступ воздуха для охлаждения. Он должен беспрепятственно засасываться и выдуваться. Если подводить итоги, то не стоит вестись на эти маркетинговые штучки про HDR и 4К. Во-первых, значимость HDR весьма преувеличена. Не везде картинка становится лучше, а порой так и вообще некоторые сцены выглядят слишком темными. Да и в оригинальной PS4 нам вообще-то обещали HDR. К тому же, если вы захотите записать геймплей и начать стрим, то никому вы ваш HDR показать не сможете, только если не найдете какое-то особое устройство захвата. Помимо прочего, есть много жалоб от игроков, говорящих о том, что со включенным HDR у них весьма увеличивается input lag. А что касается 4К, то Sony пока сама на него не слишком настроена. Взять хотя бы Blu-ray привод, который не умеет читать 4К диски с фильмами. Да и те, у кого есть 4К дисплеи, это пока слишком небольшой сектор игроков, чтобы ориентироваться исключительно на них. Full HD, я уверен, будет актуально еще много лет. Хотя надо отдать должное Sony, весь этот PR 4К шаг просто мега гениальный. Производители телевизоров должны теперь просто выстроиться с чемоданами денег к офисам Sony, потому как те создали отличный спрос на 4К телевизоры. Теперь эти 4К телевизоры стали хоть для чего-то нужны. Но несмотря на всю мощь, не все игры могут позволить себе 4К. Кто-то делает апскейл, кто-то использует хитрое динамическое разрешение, кто-то выводит нативное 4К, а кто-то так и вообще нативные 4К в 60 FPS. Но это, разумеется, не трипловые проекты. А этот рекламный слоган «Смотри YouTube и Netflix в 4К». Потоковое видео из-за своего сжатия не лучший источник 4К, мягко говоря, но покупая консоль даже ради все тех же 1080p на вашем телевизоре, вам будет чему удивиться. Повышенная частота кадров, улучшенные эффекты, антиалайзинг, тени и прочее. Разумеется, в тех играх, где это реализовано. Что касается главного вопроса, покупать или нет, то тут нет однозначного ответа. Надо понимать, что это не ПК, в котором улучшил начинку и графика стала лучше, и FPS вырос. Производители должны выпустить патч для игры, чтобы та начала использовать все ресурсы новой консоли. И только я хотел сказать, что в противном случае вы не увидите никакой разницы, как Sony взяла да и порадовала новостью, что в обновлении 4.50 будет режим форсирования Boost Mode, позволяющий получить увеличенный FPS и в целом более плавную картинку, даже в старых играх, так и не получивших патч для PS4 Pro. А сами патчи, к слову, выходят неохотно, и это можно понять. Игроделы заняты своими будущими проектами. Отсюда можно сделать вывод, что PS4 Pro в первую очередь консоль для будущих проектов. Хотя с обновлением 4.50 появилась весомая мотивация задуматься. Оцените, какие игры вы предпочитаете. Хотя если вы ярый фанат PlayStation, то рано или поздно все равно на нее перейдете. Вы же понимаете, как будут развиваться события. Просадки FPS в играх старой консоли будут все больше, текстурки все размытие. Ни о каком жизненном цикле консоли в 7 лет теперь и речи быть не может. Да и думаю, это не последнее улучшение четвертого поколения консоли. Пока на данный момент это самая мощная консоль на рынке. Хотя с выходом Xbox Project Scorpio Microsoft обещает уделать плойку, и скорее всего так оно и будет. Но надо понимать, что консоль сама по себе всего лишь куча железа. Именно игры продают консоль.
и та платформа, которая предложит больше интересных игровых эксклюзивов, то и будут покупать. Я же, пожалуй, включу капитана очевидность и скажу: если у вас есть деньги и желание, покупайте, если нет, то нет. Лосяша, например, говорит, что он бы подождал консоль в белом цвете. Лайк, если понравилось, и не забывайте подписываться на канал. Удачи!